Дипломатическая пощечина Ангеле Меркель. Бывшего канцлера Германии обвиняют в сдаче Крыма россиянам. У Путина сделали комплимент Зеленскому. Признание на многомиллионную аудиторию. О чем речь? Свержение президента и революция внутри Украины. Призыв к украинцам устроить переворот. Громкое заявление на фоне визита спецпредставителя Кремля в США. Шоколадные конфеты с цитатами о непобедимости России в подарок Трампу. Переговорщик Москвы решил накормить американского президента сладостями с фразами Путина. Протест в центре столицы. Москвичи вышли к администрации президента. Озвучено требование. Спецоперация ЧВК Вагнера. Предательство Запада. Тихановская отказалась ехать в Ереван без охраны, а в Москве трудовые мигранты устроили массовую драку. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком прямо сейчас и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Удар Германии по мигрантам. Немцы указывают приезжим на выход. С начала года из страны депортировали почти 18 тысяч человек. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Среди причин депортации – просроченные визы или вид на жительство, а также преступления. Как пишет НОСД, на первом месте среди нарушителей граждане Турции. Так, из Германии в Турцию депортировали более 1600 человек. На втором месте граждане Грузии, далее следует Испания, Франция, Сербия, Болгария и Албания. При этом почти каждый пятый депортированный – ребенок или подросток. Депутат Бундестага от оппозиционной левой партии Клара Бюнгер раскритиковала рост числа депортаций. По ее словам, это следствие, далее цитата, «бесчеловечной политики Мерца». Такая политика унижает человеческое достоинство, сеет страх среди людей с неопределенным статусом пребывания и никак не делает жизнь в Германии лучше или безопаснее, заявила депутат от левых сил. Дипломатическая пощечина Ангеле Меркель. Бывшего канцлера Германии обвиняют в сдаче Крыма россиянам. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Зукас утверждает, что в 2014 году канцлер Германии Меркель якобы помешала украинским властям защитить Крым от российского вторжения. Зукас детально описывает скандальные подробности того времени в своей книге. По запросу Уэлт Зукас заявил, что тогда, будучи верховным командующим армии своей страны, он находился в Киеве. Там он встретился с Александром Турчиновым, бывшим главой службы безопасности Украины, председателем парламента и временным президентом до вступления в должность Петра Порошенко в июне 2014 года. На вопрос Зукаса, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента на Крымском полуострове, Турчинов якобы ответил: «Он сказал мне, что это было требование Меркель в телефонном разговоре». По данным Welt, в офисе Меркель отказались комментировать обвинения генерала Зукаса. Издание также уточняет, что отношение к Меркель в восточноевропейских странах окончательно ухудшилось после начала Большой войны. Она стала одной из наименее популярных фигур немецкой политики последних десятилетий. Свержение Зеленского и уничтожение Одессы, Харькова, Полтавы, Николаева и Киева. Об этом в открытую говорят на российском телевидении. В сети активно обсуждают заявление ведущего Соловьева, который внезапно призвал украинцев устроить в стране революцию, либо же покинуть родные города. Вот мы, наконец, стали выносить к чертям. Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов и не будет Киева, если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал и не скинут свою нацистскую власть. А нет сил, хотя бы уйдите из тех городов, поймите, что вас используют как живой щит. В то же время в российском МИДе считают, что если Зеленского заменит бывший главком ВСУ Залужный, которого часто называют главным оппонентом на предстоящих выборах в Украине, то ничего не изменится. При этом в Министерстве иностранных дел России, так же как и на российском телевидении, подняли вопрос смены власти в Украине. А Россия придерживалась всегда одной и той же точки зрения, подчеркнул дипломат. По словам Мирошника, РФ крайне важно, чтобы на Украине был лидер, который отражает интересы самого народа. В то же время ни Зеленский, ни Залужный еще не заявляли о своем желании участвовать в будущих выборах в Украине. Этот вопрос сейчас не на повестке. На Банковой неоднократно говорили, выбирать президента будут тогда, когда будет отменено военное положение. В условиях войны проводить выборы не представляется возможным по нескольким факторам. Угроза безопасности мирного населения, миграция, а также большое количество военных, которые находятся на фронте и не смогут голосовать.
говорили в Киеве. В то же время в Киевском международном институте социологии в этом месяце публиковали данные опросов о том, как украинцы относятся к сдаче территорий. 54% респондентов считают, что Украина не должна отказываться от своих городов, даже если это означает более длительную войну и большие риски для независимости. В то же время 38% опрошенных выразили готовность принять определенные территориальные потери ради более быстрого мира. В целом же 67% украинцев категорически против официального признания украинских территорий российскими, пишет КМИС. В то же время спецпредставитель Путина Дмитриев, несмотря на заявление Соловьева, уверяет, Россия требует полного завершения войны, а не временного прекращения огня. Кроме того, у Путина сделали комплимент Зеленскому о большом шаге. Президент Зеленский согласился заморозить линию конфликта на текущих позициях для прекращения огня. Почему этого не сделал президент Путин? Я думаю, Россия хочет не просто прекращения огня, а окончательного решения конфликта. Президент Трамп написал правду об этом в своем посте, потому что прекращение огня всегда можно нарушить. Это временное решение. Многие могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению конфликта. Я верю, что Россия, США и Украина довольно близки к дипломатическому решению. Большой шаг Зеленского — признание, что речь идет о линиях фронта. Ранее его позиция была, что Россия должна полностью уйти. Так что, я думаю, мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое можно проработать. Между Россией и ЕС началась война за Трампа. Сейчас каждая из сторон тянет канат в свою сторону. Об этом пишет западная пресса, акцентируя внимание на том, что Москва пытается переубедить Трампа принять план Путина по завершению войны. А поэтому ЕС также должен воевать за внимание американского президента и отстаивать свою позицию. Так о визите Дмитриева в Америку пишет The Telegraph со ссылкой на президента Финляндии Стуба. По словам европейского чиновника, Стуб сказал союзникам: окружение Трампа подтверждает, что он сейчас доволен действием санкций, ситуацией в Украине и позицией Европы. Но будьте осторожны. Собеседник Стива Уиткофа, спецпосланника США, сейчас активно действует в Вашингтоне. Поэтому необходимо продолжать работать и с окружением, и с самим президентом. Другой источник резюмировал совет Стуба словами: продолжайте с ними говорить, чтобы враг не был единственным, кто это делает. В Киеве же считают, что Путин делает ставку на уничтожение единства внутри Украины и за ее пределами, ставку на предательство со стороны народа и союзников. Но если рассматривать все вместе — дроны, саботаж на заводах и железных дорогах, кибератаки — цель русских в том, чтобы вызвать в европейских странах и в общественном мнении антивоенные настроения. Для них это двойная выгода. Если европейцы устанут от войны, это сократит помощь, поступающую нам в Украину. А заодно русские сеют в европейских народах мысль, что с Россией вообще не нужно воевать. Это не я говорю, это мнение самих русских. Напомню, Россия отвергает все обвинения в ее адрес со стороны европейцев, часто называя их заявления русофобскими. При этом экс-генсек НАТО все же признается, союзники Киева нанесли удар в спину Украине и подвели ее в нужный момент. Об этом говорится в книге Йенса Столтенберга под названием «На моей вахте. Руководство НАТО в военное время», которая вышла в свет 23 октября. Вот что он пишет о поведении американцев и ЕС. В наших партнерах из Вашингтона было что-то пассивное и пораженческое. Они мало рисковали, не переходили в наступление и прятали своего президента. Столтенберг утверждает, что тогдашний президент США Джо Байден не мог принять решение из-за опасений по поводу того, что скажет другой парень, имея в виду Дональда Трампа. Но не только США подвели Украину, пишет норвежский политик. ЕС пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, но было поставлено менее половины. Война в Украине может продолжаться годами. Такой прогноз одного из бывших членов команды Зеленского. Причина – и Россия, и Украина сохраняют возможность воевать. И закончится эта война либо исчезновением Украины, либо, далее цитата, крахом российского имперского проекта, пишет Wall Street Journal. При этом собеседники издания считают, что в Украине возможна революция против Зеленского. И только в одном условии – если он сдаст Донбасс. Для Украины, несмотря на все потери и тяжелейшие испытания, ситуация далека от поражения. Президент Владимир Зеленский почти наверняка столкнулся бы с внутренним бунтом, если бы согласился на последний ультиматум Путина – оставить стратегические города Донецкой области в обмен на перемирие, которое, вероятно, быстро рухнет. Спецпредставитель Путина Дмитриев заявил, кстати, что привез Трампу в подарок шоколадные конфеты с цитатами Путина в рамках диалога Россия-США. Среди цитат: «Границы России нигде не заканчиваются», «Мы готовы принять любой вызов времени и победить», и «Россия
Такая страна, которая ничего не боится. Как считаете, как должен воспринять эти цитаты Трамп? Что изменится после такого подарка? Делитесь своей точкой зрения в комментариях. Спасибо вам всем за поддержку, спасибо за каждый лайк. И хочу, друзья, предостеречь. В YouTube появились фейковые каналы, которые используют мою фамилию и публикуют контент, к которому я не имею никакого отношения. Знаете, что есть только два аккаунта в YouTube: Время Прядко и Время Прядко Шорт с короткими видео, которые принадлежат нашей команде. К другим каналам, которые публикуют контент, созданный исключительно нейросетью, я не имею никакого отношения. Также я не имею отношения к публикациям видео на любых других площадках и к тем сообщениям, которые публикуются от моего имени. Все фейковые аккаунты мы попытаемся в ближайшее время заблокировать, если авторы самостоятельно не удалят этот контент. А я продолжаю. Протест в центре столицы. Москвичи вышли к администрации Путина, требуя освободить музыкантов группы Stop Time, арестованных после уличного выступления. Собравшиеся несли плакаты, листы с подписями и говорили вслух то, что давно шепчут в частных разговорах: «Хватит сажать за музыку». По разным оценкам, у здания на Ильинке собралось от 50 до 150 человек. Российские СМИ пишут, это редкая для нынешней Москвы массовость. Инициатором обращения стало движение «Рассвет» Екатерины Дунцовой. Участники требовали не только пересмотреть решение суда, но и проверить злоупотребление статьями о дискредитации армии и массовом пребывании граждан. Параллельно под стены администрации Путина пришли зоозащитники, протестующие против законопроекта о штрафах за кормление бездомных животных. Между двумя группами вспыхнула перепалка, часть людей начала скандировать «Мы за Путина» и требовать разгона людей, которых назвали провокаторами. Напомню, участники группы Stop Time из Санкт-Петербурга были задержаны в октябре 2025 года за исполнение на Невском проспекте песен иностранных агентов, включая Noise MC, что власти сочли несанкционированным митингом и нарушением тишины. Вокалистку Диану Логинову и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под арест. Спецоперация ЧВК Вагнера в Лондоне. Великобритания заявляет о разоблачении группы лиц, которые совершили одну из масштабных диверсий на территории британской столицы. Ущерб оценивается в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Речь об уничтожении складов гуманитарной и военной помощи для Киева, где хранилось в том числе и оборудование спутникового интернета Starlink, необходимого ВСУ на фронте. Всем участникам поджога уже оглашены приговоры, сроки от 8 до 17 лет тюрьмы. По данным следствия, спецоперация была проведена по заказу ЧВК «Вагнер» в марте 2024 года на востоке Лондона. Горели склады украинских предпринимателей. Главный фигурант, 21-летний Дилан Эрл, признал вину и получил 17 лет заключения. Согласно данным следствия, он обсуждал план с российским куратором, а также готовил атаки на объекты бизнесмена Евгения Чичваркина и офис «Револют». Британцы также заявляют, что были задержаны его подельники и получили от 8 до 12 лет. Судья назвала действия группы спланированной кампанией терроризма и саботажа в интересах России. Это была цитата. Тихановская отказалась ехать в Ереван без охраны. Команда белорусской оппозиционерки отменила поездку в столицу Армении после того, как Литва отказала Тихановской в сопровождении хотя бы одним сотрудником службы безопасности. Эту информацию литовским СМИ подтвердили в штабе Тихановской. Да, могу подтвердить, что нам пришлось принять непростое решение отменить давно запланированный первый визит в Армению, приуроченный к пленарному заседанию Евронест. Это связано с решением прекратить предоставление личной охраны службы охраны руководства за рубежом, сказал порталу советник Светланы Тихановской Денис Кучинский. Поездка в Армению планировалась с 27 по 29 октября. По словам советника Тихановской, литовской стороне даже предложили оплатить визит одного сотрудника службы безопасности руководства в Армению. Однако все равно последовал отказ. В офисе оппозиционерки также заверили, что не будут критиковать решение Вильнюса. В то же время литовское издание «15 Мин» подчеркнуло, что решение премьер-министра Армении принять Тихановскую на международном мероприятии в своей стране стало еще одним важным сигналом о желании Пашиняна дистанцироваться от влияния России. В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку. Ранее в соцсетях появились видео, на которых несколько десятков мужчин бегали у жилого комплекса с палками и лопатами в руках, нападая друг на друга. Свидетели разборок писали в пабликах, что рабочие, по всей видимости, не поделили какой-то ремонтируемый объект. По данным телеграм-канала «База», во время стычек пострадали 4 человек. На место драки вызвали полицию. В МВД России заявили, что правоохранители задержали 40 человек. Участников потасовки. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 7 лет.
Иностранных граждан, которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке. Реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России. Напомню, на днях зампред Совбеза РФ Медведев жестко высказался о мигрантах, которые приезжают в Россию на заработки. Из-за них, по словам Медведева, в российском обществе существует серьезное напряжение, и приезжие должны немедленно покинуть страну после выполнения задач. Отработали и уехали. Таиланд погрузился в траур. Он продлится целый год. Причина – смерть королевы-матери Сирикит. Ей было 93 года. В стране Сирикит считали матерью нации и иконой стиля. Пресс-служба королевской семьи объявила, что Сирикит умерла в одной из больниц Бангкока, добавив, что 17 октября у королевы-матери начался сепсис, с которым, несмотря на все усилия врачей, не удалось справиться. Сирикит, дочь тайского дипломата, вышла замуж за Пумипона Адуньядета в 1950 году. Вскоре после свадьбы он стал королем Рамой IX и правил более 70 лет, дольше всех в истории страны. Сын Сирикит, король Вачиралангкорн, поручил членам королевской семьи и государственным чиновникам в течение 1 года соблюдать траур. Флаги на госучреждениях будут приспущены 30 дней. Тело королевы-матери будет выставлено для прощания в Большом дворце в Бангкоке. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.